Виктор отправился в долгожданный отпуск и остановился в небольшом отеле неподалеку от итальянского города Бальцано. Несколько лет он мечтал увидеть Доломитовые Альпы, но из-за работы постоянно откладывал поездку. В первое же утро мужчина вышел на балкон, достал новый дрон и решил заранее осмотреть окрестности, чтобы выбрать безопасный маршрут для будущего похода. Аппарат поднялся над крышами домов, пересек окраину города и вскоре оказался над зелеными лугами, между которыми тянулись извилистые дороги. Виктор внимательно следил за изображением на экране пульта, рассматривая склоны, лесные тропы и небольшие горные ручьи. Чем дальше летел дрон, тем безлюднее становилась местность. В какой-то момент под аппаратом показалось широкое плато, окруженное каменными уступами. Мужчина уже собирался развернуть дрон, когда заметил среди травы небольшое серое пятно. Сначала он решил, что камера передает изображение лежащего камня, однако через несколько секунд пятно едва заметно пошевелилось. Виктор снизил высоту и направил аппарат ближе. Когда изображение стало четче, он понял, что на склоне лежит серая кошка. Животное находилось далеко от ближайших домов и почти не реагировало на гудение дрона. Кошка лишь подняла голову, а затем снова бессильно опустила ее на траву. Виктор несколько раз повернул камеру, пытаясь обнаружить поблизости туристов, пастухов или хотя бы жилую постройку, но вокруг не было ни одного человека. Он приблизил изображение и заметил, что шерсть кошки спуталась, а ее тело выглядело необычно худым. Потому как тяжело она дышала, становилось ясно, что животному срочно требуется помощь. Мужчина сохранил координаты, сделал несколько снимков местности и вернул аппарат к отелю. Еще недавно он собирался провести день возле бассейна, однако теперь уже не мог спокойно отдыхать, зная, что где-то в горах погибает беспомощное животное. Виктор быстро переоделся, взял воду, плед, переноску, фонарь и аптечку, после чего направился к машине. Он не считал себя человеком, который способен бросить все дела ради незнакомой кошки. Вся его жизнь была связана с расчетами, встречами и строгими графиками. Виктор руководил крупной компанией, разрабатывавшей системы безопасности для предприятий. Свое дело он начал еще в молодости, когда вместе с двумя друзьями арендовал маленький офис и выполнял первые заказы почти без выходных. Спустя несколько лет их проекты стали востребованы, количество клиентов увеличилось, а небольшая команда превратилась в серьезную организацию. Вместе с успехом пришла огромная ответственность. Виктор постоянно находился на связи, контролировал сотрудников, проверял отчеты и редко позволял себе даже короткий отдых. Со временем он стал замечать, что практически не выходит из офиса и не помнит, когда в последний раз занимался чем-то просто ради удовольствия. Врачи посоветовали ему хотя бы ненадолго сменить обстановку, и тогда мужчина впервые за много лет согласился уехать в полноценный отпуск. Он рассчитывал провести несколько спокойных недель среди гор, но теперь ехал по узкой дороге не ради красивых пейзажей, а чтобы разыскать серую кошку, случайно замеченную с воздуха. Асфальт вскоре закончился, и машина продолжила путь по каменистой грунтовке. Виктор несколько раз останавливался, сверял направление по карте и снова запускал дрон. Наконец он добрался до места, откуда дальше можно было двигаться только пешком. Мужчина закрепил переноску за спиной, взял рюкзак и начал подниматься по склону. Тропы почти не было, под ногами осыпались мелкие камни, высокая трава скрывала ямы, а порывистый ветер мешал сохранять равновесие. Виктору пришлось несколько раз останавливаться, чтобы перевести дыхание и проверить координаты. Он все чаще думал о том, каким образом домашняя кошка могла оказаться так далеко от людей. Возможно, она потерялась во время поездки, убежала из машины или была намеренно оставлена в горах. Последняя мысль казалась особенно страшной, но мужчина старался не делать поспешных выводов. Примерно через 1,5 часа он увидел впереди знакомый каменный выступ. Под ним, в примятой траве, лежала та самая кошка. Вблизи она выглядела еще хуже, чем на экране. Серая шерсть была покрыта пылью и колючками, животное сильно похудело, а одна из задних лап заметно распухла. Виктор медленно опустился на колени и заговорил спокойным голосом. Кошка услышала его, напряглась и попыталась отползти, но сил ей не хватило. Мужчина поставил рядом миску с водой и немного отступил. Несколько минут животное не двигалось, затем осторожно потянулось к миске и начало пить. Виктор заметил, что кошка смотрит не на воду, а куда-то в сторону, словно не может определить, где находится человек. Он медленно провел ладонью перед ее мордой, однако глаза животного почти не отреагировали на движение.
Тогда мужчина понял, что кошка либо полностью слепа, либо видит лишь слабые тени. Но вскоре обнаружилась еще одна важная деталь. Когда животное попыталось подняться, Виктор увидел округлившийся живот и догадался, что кошка беременна. Ослабленная, почти незрячая и травмированная, она могла родить в любой момент. Оставлять ее на склоне было нельзя. Виктор накрыл кошку пледом, осторожно поднял и поместил в переноску. Она сначала испуганно зашипела, но быстро затихла, словно поняла, что сопротивляться больше не имеет смысла. Обратный путь оказался намного тяжелее. Мужчина нес рюкзак и переноску, стараясь не делать резких движений. Несколько раз кошка жалобно мяукала, и тогда он останавливался, проверял ее состояние и давал немного воды. Спуск занял почти 2 часа. Добравшись до машины, Виктор поставил переноску на заднее сиденье и начал искать ближайшую ветеринарную клинику. До небольшого города оставалось около 40 километров. Мужчина заранее позвонил врачам и предупредил, что везет беременную кошку в тяжелом состоянии. Когда он подъехал к клинике, у входа его уже ожидали 2 сотрудников. Переноску сразу унесли в смотровой кабинет, а Виктора попросили подождать. Через некоторое время врач сообщил, что у кошки сильное обезвоживание, истощение, старая травма таза и повреждение глаза. Второй глаз тоже почти не видел из-за запущенного воспаления. Кроме того, роды должны были начаться в ближайшие часы, поэтому животное решили оставить под постоянным наблюдением. Виктор просидел в коридоре до глубокой ночи. Он несколько раз пытался вернуться в отель, но каждый раз находил причину остаться. Ближе к утру из процедурной вышла уставшая ветеринар по имени Клара и сказала, что самое опасное позади. Кошка родила 5 котят. Один малыш оказался очень слабым, однако врачи сумели восстановить его дыхание и поместили в теплый бокс. Остальные котята чувствовали себя удовлетворительно и уже тянулись к матери. Если бы помощь задержалась хотя бы на несколько часов, кошка могла не пережить рода. Виктор почувствовал такое облегчение, будто спасал не случайное животное, а кого-то близкого. На следующий день Клара пригласила его в отдельную комнату. Серая кошка лежала на мягкой подстилке, а рядом копошились маленькие котята. Она была очень уставшей, но впервые выглядела спокойной. Услышав шаги мужчины, кошка подняла голову и тихо мяукнула. Виктор сел неподалеку и осторожно протянул руку. Животное понюхало его пальцы, а затем позволило погладить себя по щеке. Во время осмотра врачи обнаружили под шерстью старый микрочип. По номеру удалось найти прежнего владельца и восстановить историю животного. Несколько месяцев назад кошку по кличке Гретта привозили в другую клинику после падения с высоты. Ей требовались лечение, операция и длительный уход, но хозяин отказался оплачивать процедуры и забрал животное. Вскоре после этого он сменил адрес и перестал отвечать на звонки. Сотрудники предположили, что мужчина решил избавиться от больной кошки, когда узнал о ее беременности и ухудшении зрения. Информацию передали в местную службу защиты животных, которая начала проверку. Виктор долго смотрел на Грету и не мог понять, как можно было оставить ее одну среди гор, где она не могла ни нормально охотиться, ни защититься от хищников. Он предложил оплатить лечение кошки и всех котят, а затем спросил, сможет ли забрать их после восстановления. Ветеринар объяснила, что слепому животному потребуется спокойный дом, безопасных лестниц, открытых окон и резких перестановок мебели. Виктор согласился подготовить все необходимое. Оставшуюся часть отпуска он почти ежедневно приезжал в клинику. Постепенно Грета начала узнавать звук его голоса и перестала прятаться, когда он входил. Она осторожно подходила к мужчине, касалась его ноги и тихо мурлыкала. Котята быстро росли, и каждому из них вскоре нашли надежных хозяев через проверенную волонтерскую организацию. Самого слабого малыша Виктор решил оставить вместе с матерью, чтобы она не оказалась в новом доме совершенно одна. Котенка назвали Туманом из-за серебристой шерсти, похожей на окрас Греты. Перед возвращением домой мужчина снял просторный одноэтажный дом и попросил помощника подготовить помещение. На острых углах закрепили мягкие накладки, окна снабдили прочными сетками, а возле мисок, лежанок и лотков разместили коврики с разной фактурой, чтобы кошка могла ориентироваться по ощущениям. Первые дни Грета передвигалась осторожно и запоминала каждый поворот. Виктор не переставлял мебель и предупреждал гостей, чтобы они не пугали ее резкими звуками. Постепенно кошка освоилась, научилась уверенно находить комнаты и начала встречать хозяина возле двери.
Туман рос любопытным и игривым котенком, но всегда возвращался к матери и ложился рядом с ней. Лечение помогло сохранить Грете небольшую способность различать свет, однако полностью вернуть зрение было невозможно. Несмотря на это, она жила полноценной жизнью, любила греться у окна, слушать птиц и спать рядом с Виктором, когда тот работал за ноутбуком. После отпуска мужчина изменил свой привычный распорядок. Он передал часть обязанностей заместителю, перестал проводить в офисе все выходные и впервые понял, что жизнь не должна состоять только из работы и бесконечных задач. Иногда Виктор снова запускал дрон над окрестностями, но теперь каждый раз вспоминал серое пятно на далеком склоне, которое едва не принял за камень. Случайный полет привел его к кошке, брошенной в самом беспомощном состоянии. А эта встреча полностью изменила его собственную жизнь. Грета получила безопасный дом и человека, которому могла доверять, а Виктор обрел двух преданных питомцев, наполнивших его тихий дом теплом. Никто из них не мог знать, что обычное утро в горах станет началом такой истории. Но именно внимательность мужчины дала кошке и ее малышам шанс на спасение. Дорогие зрители, расскажите в комментариях, как бы вы поступили, заметив животное в подобной ситуации. Поддержите эту историю лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые рассказы о доброте и спасении. До скорой встречи!